Один из самых разнообразных минералов на Земле – это кварц. Как макрокристаллический, так и скрытокристаллический. И сегодня мы посмотрим, наверное, на один из самых интересных из них – на агат. С вами, как всегда, Анатолий, и вы на канале T-Stone. Приятного просмотра! Начнем традиционно с имени, и тут все достаточно просто. Название агат связано с древнегреческим названием реки Дирило или Акате на Сицилии. А в древности она была известна как Ахатес. Историки считают, что именно здесь агат был впервые обнаружен и описан греческим философом и ученым-геологом Теофрастом в его труде о камнях в IV веке до нашей эры. Теофраст не только описал агат, но впервые сравнил его твердость с ониксом, отметив, как красиво распределены цвета в камнях, создавая узоры, которые могут напоминать деревья, кустарники, облака или даже животных. По этим признакам древние разделили агаты на виды, дав им соответствующие названия, например, дендрохатес. Римский философ Плиний Старший в своей естественной истории также упоминал агат, описывая не только его красоту, но и приписывая ему целебные свойства. Римляне верили, что порошок агата, смешанный с водой, может быть средством от змеиного яда. Говорят, что греческий царь Митридат Понтийский собрал впечатляющую коллекцию, насчитывающую около 4000 агатовых сосудов, что подчеркивало высочайшую ценность этого камня в античном мире. Агат всегда был окружен мифами и верованиями. В Греции он был связан с Геей, матерью-землей, олицетворяя силу и стабильность. Римляне связывали его с богинями Авророй и Бонадеа, защитницей женщин. В Персии маги сжигали агат, чтобы отогнать бури, считая его защитным амулетом. В Китае агат – это символ долголетия, удачи и защиты, используемый в практиках фэн-шуй. Также многие культуры верили, что концентрические круги в агате – это глаз агата или око мира, которое защищает владельца от сглаза и злых духов. Эта вера особенно сильна в Тибете, где из агата делают священные бусины дзи с нанесенными символами или глазами, которые считаются мощнейшими талисманами защиты и удачи. Сегодня же агат – это один из самых узнаваемых камней в мире. Из него делают украшения и декоративные изделия. Различные виды агата собирают коллекционеры, а разнообразие цветов и видов поражает. С точки зрения науки, агат – это полосатая полупрозрачная разновидность халцедона, который, в свою очередь, представляет собой тончайшую смесь двух минералов – кварца и маганита. Все они сохраняют базовую химическую формулу диоксида кремния, но различаются на микроуровне и по структуре агрегатов. Агат образуется в полостях горных пород, чаще всего вулканических, когда богатые кремнеземом грунтовые воды накапливаются в этих пустотах на протяжении тысяч лет. Полощатость, которую мы видим в классических агатах, отражает форму стенок пустоты, в которой камень застывал. В отличие от жиот, агат, как правило, полностью заполняет эти пустые пространства. А цвет линий зависит от количества и вида примесей, которые присутствовали в момент застывания кристаллизации определенного слоя халцедона. И именно из-за этого процесса кристаллизации двух минералов, халцедона и маганита, изменение состава кремнезема, pH и других химических свойств грунтовых вод во время этой кристаллизации, с точки зрения строгой минералогии его часто определяют как минералоид, а не минерал, из-за отсутствия единой упорядоченной кристаллической решетки. В любом случае он сохраняет твердость халцедона по шкале Mohs 6,5-7, что делает его достаточно прочным для использования в ювелирных украшениях и создания декоративных предметов. Одной из самых замечательных особенностей агата является его хроматическое разнообразие. Природный цвет обусловлен микроскопическими включениями других минералов. Оксиды железа дают красные и коричневые оттенки, медь – синие, а хлорид – зеленые. Благодаря своей пористой структуре агат легко впитывает красители. Это свойство было известно еще в Древнем Риме, и оно позволяет мастерам создавать агаты самых ярких и насыщенных цветов. Например, ярко-синие или розовые срезы, которые мы часто видим в ювелирных изделиях сегодня. Агат интересен не только своим видимым цветом, но еще интересным свойством – люминесценцией или свечением в ультрафиолетовом свете. Большинство чистых, бесцветных агатов или халцедонов под ОФ-лампой не светятся вообще. Свечение появляется только при наличии определенных примесей активаторов в составе камня. Чаще всего агаты, особенно из определенных месторождений, под длинноволновым УФ примерно 365 нанометров, демонстрируют ярко-зеленое или желто-зеленое свечение. Причина этого – микроскопические примеси урана в абсолютно безопасных следовых количествах или других редких элементов, захваченных в структуру кремнезема в процессе формирования.
Зеленое свечение может также давать наличие опалов в смеси халцедона, так как опал часто флуоресцирует ярко-зеленым светом. Некоторые редкие агаты могут светиться голубым или белым светом под коротковолновым УФ-излучением, примерно 254 нанометров, что часто связано с присутствием солей цинка или других активаторов, отличных от тех, что реагируют на длинную волну. Таким образом, УФ-свечение агата – это не свойство самого диоксида кремния, а увлекательный химический бонус от случайных элементов, попавших в камень миллионы лет назад. Агат встречается по всему миру, но некоторые регионы особенно славятся качеством своих минералов. Мировые лидеры по богатству месторождений природного камня, особенно для коммерческой добычи, это Бразилия и Уругвай. Они известны своими крупными геодами и камнями с концентрическими узорами. Штат Рио-Гранди-де-Сул в Бразилии является ведущим источником классических серых и коричневых агатов. Еще большим источником агатов является Индия. Она знаменита своими моховыми, дендритовыми и качественными полосатыми агатами. Мексика же – главный источник редкого и яркого огненного агата с его уникальной иризацией. В Ботсване добывается одноименный агат с нежными розовыми и лиловыми полосами. Штаты известны уникальными разновидностями, такими как полощатый агат озера Верхнее и живописный моховый агат Монтаны. Также крупные месторождения находятся в Монголии, Намибии, Аргентине, Иране и Австралии. И каждое месторождение может дать миру уникальные виды агата. Обычно агаты получают свои имена из-за своего внешнего вида. Но также бывает, что имя агату дают из-за страны добычи или даже шахты, где он впервые был добыт. И я предлагаю пройтись по некоторым интересным видам. Начнем с бразильского агата. Это классический агат с очень четкими концентрическими слоями серого, коричневого или белого цвета. Часто используется для создания срезов и жиот. Голубой кружевной агат. Нежный камень из Намибии с тонкими голубыми, белыми и иногда коричневыми полосами, образующие узоры, похожие на волны или кружево. Ботсванский агат отличается тонкими, элегантными полосами персикового, розового, серого и белого цветов. Часто используется в ювелирном деле из-за своей нежной палитры. Фортификационный агат. Тип агата, полосы которого резко изгибаются под углами, напоминая план крепости или бастиона на карте. Кондор агат. Высококачественный агат из Аргентины, известный своими крупными размерами, яркими и разнообразными цветами и очень сложными красивыми полощатыми узорами. Моховый агат. Полупрозрачный или молочный халцедон с включением хлорита, марганца или оксидов железа, которые выглядят как зеленый или красно-коричневый мох или водоросли. Исторически моховый агат объединялись с другими агатами из-за его твердости и визуального сходства. Само название «моховый агат» прочно закрепилось в ювелирной индустрии и признано коллекционерами по всему миру, несмотря на научные неточности. Это касается и многих других разновидностей агата, которые с древних времен причислялись к агатам, хотя они не подходят под сегодняшнее представление про агаты, они не полосатые. Поэтому рассмотрим еще несколько видов агатов, которые как бы и не агаты. Дендритовый агат. Похож на моховый, но включение образует четкие ветвящиеся узоры, напоминающие деревья или папоротники – дендриты. Огненный агат. Редкий вид, содержащий слоистую структуру с включением гетита. Игра света на этих слоях создает сильный ионизирующий эффект – аполюсценцию, похожий на пузыри красного, оранжевого и зеленого цвета. Очень напоминает опал. Пейзажный агат. Вид агата с включениями, которые формируют узоры, похожие на природные ландшафты, сцены заката или пустыни. Может быть как моховым, так и дендритовым. Главное – узор. Бенгамит. Крайне редкий волокнистый синий агат из Миннесоты с эффектом кошачьего глаза. Встречается и в красном цвете. Еще есть несколько интересных видов агата, которые отличаются своей интересной структурой. Как примеры, трубчатый агат. Характеризуется наличием тонких полых трубок или каналов, иногда заполненных другими минералами, проходящих через слои агата, что создает линейный узор. Энгидроагат, точно как энгидрокварц. Уникальный агат, который внутри своей полости содержит законсервированную воду или другую жидкость, захваченную миллионы лет назад. При движении камня жидкость может перемещаться, качаться. Завершая разговор о видах агата, стоит упомянуть его самых известных родственников – сердолик и оникс. Оба они разделяют ту же химическую формулу и происхождение, что и агат. Сердолик или корневол – это однородная полупрозрачная разновидность халцедона.
Он ценится за свой теплый равномерный цвет от оранжевого до красно-коричневого, который он получает благодаря оксидам железа, и он полностью лишен полос. В отличие от агатов, сердолик ценится именно за отсутствие полос и однородность своего теплого оттенка. Но если в сердолике все же присутствуют четкие белые или контрастные полосы, его могут называть сардониксом или сердоликовым агатом. А вот оникс отличается от классического агата только геометрией узора. Если в агате полосы обычно изогнутые и волнистые, повторяющие форму полости, то в ониксе полосы прямые и параллельные, часто с резким контрастом между слоями, например, классические черные и белые линии. По сути, оникс это просто агат с идеально ровными линиями, что делает его популярным материалом для резных работ и украшений. Но важно отметить, что чисто черный или чисто белый оникс без единой полосы встречается в природе крайне редко и обычно является результатом древнего процесса облагораживания, окрашивания серого халцедона для достижения идеального равномерного цвета. И многие изделия из черного оникса на рынке – это скорее всего именно такой крашеный халцедон. Как видите, агат это невероятно разнообразный и богатый историей минерал или минералоид. Его уникальная геологическая история, многообразие форм и культурное значение делают его одним из самых интересных камней в мире. Я надеюсь, что вам было интересно и познавательно, и вы узнали что-то новое из этого видео. Не забывайте про подписку, лайк, репост. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!